Наверное, одним из таких вещей это был Индиана Джонс, когда он сражался с этим чуваком, он достал пистолет, выстрелил его. Блядь, вот охуенно придумал. Типа, мужик. зачем ты Зачем? сражался? Просто пристрели его нахуй и пойди по своим делам. Вот там бывало совсем небезопасно, потому что каждый месяц, как минимум, в местных газетах печатали, и бабушка мне тоже рассказывала о том, что либо кого-то убили, либо кого-то изнасиловали. Я сплю один. Мне что-то тревожно. Включил сигнализацию. И слышу, бахает что-то громко. Ну, я прям обосрался. Прям громкий звук в доме. У меня первое, что думаю, когда проснулся, грабят. Я такой, ну все, блядь. Грабят. Пизда. Доставай пистолет, иди, блядь, search and destroy, блядь, я не знаю, что делать. Всем привет! Здрасте. Меня зовут Наташа Ви, Меня зовут Юрий Ви. и вы на подкасте «Сказки для крипов». Юр, что ты тут выставил? О чем мы сегодня разговариваем? И как это связано? Сегодня поговорим о оружии. Огнестрельном оружии, в частности. Немножечко о холодном оружии. И моем интересе к оружию. Огнестрельному оружию. А когда он проявился? Почему он возник вообще? Я тут думал в последнее время об этом. И истоков было несколько. И я расскажу все в хронологической последовательности. Первое мое знакомство с оружием огнестрельным было, когда я его не помню, мне рассказывали о нем. Когда мне был 1 годик. Ночь, когда на мою семью совершили разбойное нападение с целью ограбления. Вот. Это был первый случай. Хочешь по нему послушать? Ну да, конечно, расскажи. Вот. Значит, это был Казахстан. Мне был годик. Был какой-нибудь 90-й год. Может, 91-й. Не помню. Хотя хронологически, скорее всего, 90-й, да. И мой отец недавно получил повышение по работе, стал начальником цеха на спиртзаводе. Вот. И примерно же в это время он купил дом. И, типа, у него стало в жизни все нормально. Типа, пацан к успеху пришел. И кто-то из его корешей с завода проболтался не тем людям. А не те люди, это банда казахов. Преимущественно казахов. Может, там были и узбеки, или киргизы, или другие народности стран СНГ, я не помню, но преимущественно казахи. Не столь это важно, на самом деле, могут быть то угодно. Но в том контексте это важно, а для истории нет. И маленький бэкграунд у этой банды. За день до того, как грабить нас, они при разбойном нападении убили одного жителя Киргизии, потому что жил на границе с Киргизией. То есть они орудовали в 2 государствах. Вот. И... То есть у них какой-то продолжительный рейд был. Killing spree. Комбо. Капец. Комбо. Вот. И, значит, они услышали, что есть некий мужик, который при бабках. Вопрос, почему чел со спиртзавода, кореш отца, общался с этими людьми, остается за кадром, неотвеченным. Вот. И нас ограбили. Мать чуть не изнасиловали, отца чуть не убили, а я получил дисконтинуацию желчных путей. В семье было я 1 год, брат 12 лет, мать, ровесница Наташи, в тот момент 32 с чем-то, и отец 36, отец там 37-36, мой ровесник, то есть примерно, грубо говоря, такая же ситуация. Вот. И не такая ситуация, даже если грубо говорить, не такая ситуация, но тем не менее. Ты имел в виду, что по возрасту? По возрасту и по состоянию, по возрасту, да, по возрасту похоже, по состоянию не похоже. Мы сейчас без детей, как бы, а там уже было 2. Но неважно. В общем, как я получил дисконтинуацию желчных путей. Все, что рассказывают, за что купил, за то и продаю. То есть, когда они уже проникли в дом, а проникли они в дом, потому что отец их пустил, потому что думал, что в 2 часа ночи пускать незнакомых людей, которые ключат твое имя, это хорошая идея. Вот. Он перепугался, видимо, думал, что это какая-то чрезвычайная ситуация, да, и нужно помочь кому-то, или что он думал? Окей. Кто-то кричит за 2-метровым забором в Казахстане: открой дверь, имя моего отца. Ну да, то есть он, видимо, подумал, что раз по имени кричат, кто-то, значит, это кто-то знакомый. Кто-то не мог позвонить, видимо. Это что-то... Ну,
Ну, то есть, не будем об этом, а то сейчас начнется. Мы сейчас не обсуждаем умственные способности моей семьи, можно об этом поговорить в отдельном видео. В общем, зашли они в дом, мать достала какой-то спрей, предположительно с каким-то газом, и пыталась распылить нападающим. Отцу в момент, когда он открыл дверь, проломили голову и практически без сознания начали тащить в дом. Плюс маме за героизм, минус маме ебало. Потому что у нее потом... Они отобрали баллончик, и ей вот набрызгали в лицо. И после этого у него были проблемы с лицом. Есть проблемы с лицом до конца жизни. Она там долго лечилась, и так вот, что прям успешно, так и не вылечила. Вопрос, почему в доме никто после этого не задохнулся, все, я не знаю, опять же. Вот такая история. Я слышал эту историю 500 тысяч раз, она перед моими глазами. Есть спорные моменты, но оспаривать ее в рамках текущего видео я не буду. Можете написать в комментариях, как работают баллончики, какой баллончик это мог быть, что после того, как она пыталась распылить или распылили, никто в доме нахуй не помер от этого всего этого. Вот. В какой-то момент, почему я получил дисконтинуацию желчных путей? Потому что меня подняли и ударили в живот. Вопросом, где деньги? Да? Вопрос возникает, нужно ли было доводить до этого? И почему нельзя было сразу сказать, где деньги? Я не знаю, учитывая, что уже 2 человека пострадали, видимо, это типа как... Не знаю почему. В общем, мне въебали, втащили мне в живот, и у меня дисконтинуация желчных путей, как я понимаю, потом выяснили. Вот. Никто не умер, все живые остались, ограбили, и они ушли. Вот. И ты говорил, что это люди были, которые убивали обычно, да? Ты говорил, что вам повезло, что никого они не убили, потому что главарь вступился и попросил не убивать, да? Вроде как. А как на самом деле было, хуй его знает. Что с ними стало, раз уж на то пошло, практически всех убили. Не мой отец. Не по заказу. Не знаю как. Видимо, моя теория о том, что беспредельщиков просто свои же и с рынка убрали, потому что они бизнес-дизрапт нарушают. Беспредельщики никому не нужны. Причем ты говорил, что был суд, то есть вы подавали в суд и... Я не подавал. Я в это время сосал палец. Но твои родители подавали в суд. Ну, просто не ассоциирую себя с МИ, потому что никакого отношения к этому не имел. Я понимаю, да. Окей. И они подавали в суд, и, получается, не закончился еще суд, и вы узнали, что... это... Нет, думаю, не так было. Просто думаю, кого-то, возможно, посадили и убили в тюрьме, кто-то съебался и убили его потом, или я не знаю. Я не копался в интернет-архивах, как-то что-то в голову не пришло, да и как-то похуй было, если честно. Вот. Технически это все не со мной связано. С моей семьей, а если им это не интересно, чтобы точно мне это выдать информацию. Мы в семье не любим разговаривать друг с другом. Моя мать любит, но вот, блядь, чтобы нормально поговорить, не любит. Так что, типа, давайте сядем, поговорим нормально, что произошло с каждым из них. Такого разговора никогда не было. Поэтому был разговор, который вот такой, типа, как сказки рассказывают, бабайка. Мать-то, типа, там на эмоциях что-то рассказывает, 100-й раз, как ей хуёво, типа, из этого всего. Но так, чтобы я это спроцессил, у меня складная картина мира образовалась, нет. Ну да. Не, ну это жесточайшая травма. Да, я понимаю, для всех, кто участвовал. Соответственно, на тот момент я понял, что у меня случился ПТСР. Как у всей семьи, собственно. Видимо, уже больше от их рассказов, да? Потому что сам случай ты не помнишь. Чтоб я, блядь, помнил. Мне ж, блядь, как? Мне кажется, у детей по моменту, типа, вообще, типа, нихуя не работает, как нужно к этому моменту. Все еще развивается. Ну да. Когнитивное восприятие мира. Ну да, воспоминания такие стабильные, где-то, наверное, лет с 3 появляются в среднем. Типа из разряда, что это такое у него в руках? Это вилка, это молоток или что-то, технология пришельцев, блядь? Не, я скорее говорю о том, что могло бы теоретически запомниться вот этот вот животный ужас, что тебя там поднимают какие-то непонятные люди, что тебя бьют и так далее, но да. Может, запомнился? Из-за того, что мне много раз рассказывали, память моя, воспоминания моих родителей, моя фантазия и сны об этом всем смешались в единый коктейль, и я не знаю, где правда, где ложь. Я много раз видел сны об этом, много раз фантазировал об этом. Когда мне рассказывали, фантазировал, особенно когда ребенком был, да? А что правда, что вымысел, я не знаю. Да и хуй с ним, собственно. Вот, это, соответственно, я познакомился с оружием впервые в жизни.
Вот. Потом я узнавал об оружии, соответственно, из видеоигр, из книжек. Одна из них была... Но если сейчас я прочитал, думаю... Не знаю, кстати, сейчас бы прочитал, сильно я зашкварился бы или нет, но тем не менее. Книга называется «Книга будущего командира». Советская книга. Либо на стыке развала Советского Союза, то есть какой-нибудь 89, 90, 91, что-то такое. Вот. Но там, мне кажется, там еще была советская пропаганда. Оттуда мои и интерес к истории, казаки, Age of Empires и компьютерные игры, стратегии. Да, стратегии. А потом я переехал в Староскол, меня начали булить. Вот. И я вообще заперся во всех этих мирах. И так совпало, что один из таких миров был это игра «Агонии власти 2». Jagged Alliance 2. Невероятно классная пошаговая стратегия, которая до сих пор дает прикурить многим другим стратегиям пошаговым. Вот. И там, значит, фишка была в том, что группа наемников освобождала страну от Путина, от королевы Дейдраны. Вот, от узурпатора. Вот. Одну страну где-то там в Центральной Америке, насколько я помню. Вот. Пиздец весело было играть. Я недавно переигрывал, просто охуел. А ты недавно в нее переигрывал? Ну, у меня была традиция вообще каждый год в нее играть. Потом я бросил. Понял, что как-то надоело. А потом в каком-то году 20-м играл. Вообще разъеб. Вау. Вот. Невероятно. То есть она крутая, даже несмотря на то, что там графика 20-летней давности, да? Угу. Вау, графика вообще похуй. Там просто именно вот все вместе. И это не из ностальгических целей. Объективная игра просто хорошая. Вот. Играя в игру, я начал узнавать всякие разные штуки об оружии, огнестрельное оружие, как оно работает. И крипская история номер 2. Почему-то мои родители, когда я был молодой, маленький в смысле, они не покупали мне книжки. Не давали мне деньги на книжки, как стоит давать. Типа там, я хочу эту книжку купить, на, и купи. Угу. В смысле, они сами покупали какие-то книжки? Книги, да? Но типа из разряда у нас есть книжки дома. У нас реально было много книжек дома. Иди сначала эти прочитай, а потом мы тебе новые купим. Я не знаю, что. Надо у них спросить, но я как-то тоже... Зачем спрашивать? Наверняка это будет какая-то совершенно тупая ебаная отмаза, от которой мне сгорит пердак. Я еще и больше разозлюсь на них. Типа, а зачем? Правильно спрашивать. Вот факты остаются фактом. Мне пришлось экономить с обедов. Обеды в школе были либо платные, либо бесплатные, были совершенно отстойные. Поэтому на пиццах, этих которые все, кто вырос в России, 90-тысячные помнят, пиццы школьные, вот на них пришлось экономить, и на булочках всяких с капустой, пирожках, чтобы купить эти 2 книжки. Вот здесь написано «Библиосфера. Снайперские винтовки. Цена 61 рубль». Ядрит твою мать. Библиосфера. Есть такие магазины, помнят? Ну, в тот момент, наверное... 61 рубль. И какой-нибудь сникерс стоил 15 рублей. Ты что, издеваешься? 15 рублей. А сколько? Извините меня, я в 10 рублей укладывался, купил бутылку пива жигулевской сухариков. А сникерс был дороже. Чем бутылка пива и сухарики? Да, я помню, что точно вот именно в то время, когда бутылка пива и сухарики стоила 10 рублей, большой сникерс стоил 20, а маленький, наверное, там, может быть, меньше 15. Читаются они вот так. Я тоже в детстве охуел. Книга такая, читается так, как бы, очень странно. Да ладно. В общем, вот. Экономил я и купил эти книги, стал интересоваться оружием вот как-то в книге. Потом, так, булили в школе. К чему все это? Да, что я утек в эскапизм, начал заниматься эскапизмом. По-моему, я это говорил уже в интервью, да? Да, ты говорил. И оружейный эскапизм в том числе. Думал, вот я вырасту, стану сильным и не скажу на видео, что я сделаю, потому что это может воспользоваться против меня. Шутка. Просто, как и любой ребенок, желал всем смерти. Но как ребенок в школе бы сейчас американская пошел бы устроил, сами знаете что, не будем вслух об этом говорить. Хорошо, что у меня в тот момент возможности не было. Не уверен, чтобы я это сделал, честно скажу. Не уверен, потому что я осознал прекрасно даже тогда, что это означает конец моей жизни. То есть я это делаю и конец моей жизни. Вот, все автоматически. То есть оно того не стоит. Лучше я вырасту, стану злодеем, и я там еще и как-то по-другому.
запишу блэк-лист их какой-нибудь, Death Note называется, тетрадь смерти. Ну да. Да, тетрадь смерти их запишу, а потом разберусь. Вот. Я просто понял, что... Я какой-то момент в своей жизни понял, что лучшим способом защитить себя – это убежать все-таки, да, либо огнестрельное оружие. Все остальное, оно понты из фильмов. Я это достаточно быстро для себя это понял. Наверное, одним из таких вещей это был Индиана Джонс, когда он сражался с этим чуваком, он достал пистолет и пострелил его. Такой, блядь, вот охуенно придумал типа, мужик. зачем ты сражался? Зачем? Просто пристрели его нахуй и пойди по своим делам. Для меня это был какой-то супергеройский поступок. Типа, блядь, да он гений. Нахуй ты вступаешь во всю эту хуйню, сидишь огнестрельное оружие. В смысле, чувак другой против него. Там была сцена, где один был преследователь с двумя скимитарами, саблями, а Индиана Джонс такой, да ну нахуй, взял, пристрелил его и ушел. Вот. И в России получить такой возможности у меня не было. Но на тот момент я знал, что в Америке это можно сделать. Ну, учитывая их историю. То есть не знал как, знал, что можно. Они владеют. Процедур не знал, но знал, что можно. Вот. И как-то так. Теперь я расскажу одну историю не про меня. Не про меня. Про друга моего одного, которого тоже были в школе, но не про меня. И у него отца был охотничий нож. Размером вот такой, наверное. Которым разделывают кабанов, блядь. Или оленей. И этот не я, друг. Он, когда его перестали булить, с его слов, он почувствовал то, что нужно перейти на новую... Он начал драться уже, после того, как его перестали булить. Начал чувствовать кровь, почуял кровь. Вот, понял, что для того, чтобы защищать себя от всяких ебанутых, а в тот момент ебанутые были это не просто чуваки, такие гопники, которые тебя грабят, гопники, которые тебя могут избить за широкие штаны, если ты рэпер, или за твои косухи, если ты панк. Вот. И я начал таскать с собой отцовский охотничий нож, что является уголовным преступлением. Вот, как я понимаю. Даже он для начал подростка. таскать. Ну, конечно, он начал таскать. А ты думал, кто? Сказал я. Нет, он. И не я, он. Вот. Это оговорка была. Вот. И это было очень плохо, потому что нож был большой, в ножнах, и он говорил, что он сваливался постоянно в штанах, и ему приходилось его доставать. Потом он переложил в рюкзак, и что вообще все бесполезно. И он был рад, что никогда не воспользовался. Потому что если бы он им воспользовался, был полный пиздец. Вообще, полный швах был бы. Неизвестные последствия. А скорее всего, последствие было, что его бы этим ножом бы оприходовали. Потому что он пользоваться этим оружием не умел. Никак. Вот. И не тренировался с ним. Просто думал, что если он достанет, это уже серьезный разговор. А теперь я хотел бы перейти к такому моменту, когда Наташа расскажет о своем опыте. Вот тоже интересных взаимодействий с холодным оружием. Ну да. Мне было, наверное, лет 15. И в тот момент я начала, ну так, прилично гулять по вечерам, там тусоваться с какими-то компаниями и так далее. И возвращаться там иногда поздно домой, там, по темноте. А наш район, во-первых, наш район не считался безопасным районом, то есть там теоретически могло с собой что-то случиться. А плюс я еще периодически ездила к бабушке с дедушкой на дачу, они жили в загородном доме постоянно, для меня это была дача. О, загородный дом, вот это вот сразу звучит. Научилась у американцев. Словечек. Бревенчатый дом с туалетом на улице. Вот это уже получше. Изба. Изба. Русская изба с сральником на улице и с ведром в прихожей. Вот это уже больше похоже на правду. Так. И когда я приезжала туда, вот там бывало совсем небезопасно, потому что каждый месяц, как минимум, в местных газетах печатали, и бабушка мне тоже рассказывала о том, что либо кого-то убили, либо кого-то изнасиловали.
Это вот такая история. Практически каждый раз, когда я приезжала, была новая история. И бабушка мне, наверное, их рассказывала, чтобы я не шлялась, по крайней мере, по ночам одна, чтобы я всегда была с кем-то. Желательно не с насильником. Ну да. Ну да. И все это вызывало какое-то чувство небезопасности, наверное. Я, конечно, была довольно отбитой в плане того, что меня это не останавливало от того, чтобы гулять и тусоваться, и возвращаться по ночам, даже если там меня некому было проводить, я возвращалась одна. Допустим, выбор не тусить для меня не стоял в тот момент. Но я все равно чувствовала себя небезопасно, и поэтому в какой-то момент подружка мне предложила купить бабочку-нож. Потому что бабочку можно было носить. Не набить. Не набить бабочку. Носить нож бабочку. Правильно. Потому что, да, там был какой-то лимит по длине лезвия, и вот нож-бабочка был меньше этого лимита. Ладонь, если быть точным. Да. И я помню, что мы пошли с ним в магазин, в охотничий магазин, покупать этот нож. На самом деле нам не должны были его продавать, потому что мы были подростками, нам не должны были продавать этот нож. Но документы у нас не спросили, продали нам эти ножи, и я помню, что, да, я тогда ходила тоже в широких штанах, и у меня были вот здесь карманы. Cargo pants. Cargo pants, да. И вот в этом кармане я носила этот нож. Я помню, что, да, вот с того момента, как я его начала носить, я подумала, что, я теперь чувствую себя более защищенной и так далее. Естественно, мысли никакой о том, чтобы пойти там учиться с ним обращаться, еще что-то у меня не возникало. Просто у меня какое-то вот такое моральное спокойствие мне придавал этот нож. До одного случая, когда как раз я была у бабушки, и мы тусовались с компанией на другой станции электрички. То есть мне нужно было, чтобы добраться домой, проехать одну станцию на электричке и немножко пройти пешком. Но электрички ходили, наверное, где-то до 11:30 ночи. 11:30 ночи уходила последняя электричка, и если я на нее не успевала, то идти мне пешком до дома. И идти там где-то минут 40, наверное, по довольно темным местам, и в том числе по рельсам нужно было идти вдоль рельсов. И частотный довольно был случай, как раз было лето, учиться не нужно было, мы постоянно тусовались. Довольно часто я опаздывала на эту последнюю электричку. Обычно меня провожал мой молодой человек. Вместе там он брал какого-нибудь своего друга, и они вот шли меня провожать 40 минут в одну сторону, потом возвращались 40 минут в другую сторону. Но на самом деле было весело, никому не было впадло это делать, потому что молодые, ночь, весело, там банка пива, еще что-то, и нормально. В тот день я поругалась как раз с своим молодым человеком. Мне иногда надо проявить характер, что все, мы поругались, разговаривать не хочу, дойду сама и так далее. И вот я шла как раз посреди ночи, не знаю, глубоко за полночь я шла по этим каким трамвайным, по путям. Железнодорожным, да. И до меня докопались двое алкоголиков. То есть они сидели прямо рядом с этими железнодорожными путями, что-то бухали. Мне очень повезло, что они были очень сильно нетрезвые. То есть я думаю, что они были не особо дееспособные, судя по голосу. Но они начали мне что-то орать, типа, девушка, типа, иди к нам, там, и так далее. Ну, типа, они же пьяные. Они пьяные, да. Ну, они предложили. Они предложили. Но они провели какое-то действие против тебя, вставали и шли в этом направлении? Нет, они только начали мне орать, но я перепугалась, потому что никого нет. Да, я моментально перепугалась. Ну, там домов нет рядом. Я-то понимаю. Просто я не стою на стороне этих мужиков, но если они говорят, девушка, присоединяйся к нам, ты сказала, не хочу. Они такие, слышь, блядь, я говорю, иди сюда, или ты сразу на меня достала нож, нет, и типа, я вас порежу, гниды. Нет. Я сначала сказала им нет, естественно. Я не стала сразу доставать нож. Ну, это как у Дэниела Слоса. Я должен был спросить, ты пробовала сказать нет? Да, я пробовала сказать нет, и не один раз. Практически как в песне No, 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 no. Oh, no, 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 no. No, no. Да, это было в стендап-комедии. Да, жги дальше. Ну и да, и я понимаю, что я им говорю нет, они начинают мне дальше что-то орать, ответ нет их не устраивает.
Начинали ли они вставать или нет, я не помню. Наверное, они просто как-то типа начинали шевелиться, потому что они были сильно нетрезвы, им было сильно сложно вставать. И я помню, что в тот момент я перепугалась. Ты бежать не пробовала? Нет, я не бежала еще в тот момент. Это было темновато, бежать плохой день, наверное, было, да? Ну, во-первых, да, было темно. Во-вторых, опять же, я вижу, что они вроде пьяные, но я не уверена, понимаешь? То есть я не уверена, насколько они пьяные. Может, они, и, возможно, они меня догонят. Атлеты пьяные. Да, пьяные атлеты или еще что-то. И вот первое, что мне пришло в голову сделать, это я достала нож, выставила его вперед и начала им орать, что у меня есть оружие, у меня есть нож. И на мое счастье, их это испугало. И они такие, типа, хорош, иди, типа, домой. И все, на этом все закончилось. У меня есть оружие. Если будете подходить, я буду тыкать себя, и начинаешь себя херачить ногу. Не, знаешь, после этого я честно, очень сильно перепугалась в ту ночь. Я стала осторожнее после этого. И довольно много я рефлексировала после этого и думала, вспоминала эту ситуацию. И вот тогда я четко для себя осознала, что если бы они не были настолько пьяные, то нож в моих руках был бы угрозой для меня, а не защитой. Потому что, во-первых, это короткий нож, не зря его можно носить, им особо повреждений не нанесешь. Во-вторых, я не умею с ним обращаться, элементарно можно выбить у меня из руки его и порезать меня же этим ножом. И в-третьих, опять же, я начала представлять, как я буду, допустим, резать человека. Резать ты его, скорее всего, не сможешь этим ножом. Скорее всего, ты максимум, что можешь им сделать, это колоть его. Да. Потому что это, скорее всего, не способно. Колоть. Полоснуть ты можешь, а порезать, глубокий порез, я не уверена. Скорее всего, нужно минимум 20-25 раз человека тыкнуть. То есть я понимаю, что, во-первых, мне сложно будет это, в принципе, сделать. Наверное, да, если мне будет угрожать опасность, что меня сейчас изнасилуют или убьют, наверное, я это сделаю, да. Но другое дело, что вот это вот увечье, которое я нанесу человеку, его не иммобилизует и скорее только разозлит. Если unless ты его повалишь на землю и будешь тыкать ему без остановки, пока он не остановится. А это может быть занять долгое время и много количества ножевых. Как у Элли было в Last of Us. Угу. В общем, классная картина. Не травмирующая. И если честно, после этого я довольно быстро перестала носить с собой нож, потому что я поняла, что, нет, это не защита. И стала почаще ходить с кем-то. Почаще? То есть были моменты, когда все равно одна ходила? Не, были моменты, были. То есть бывали моменты, когда некому было проводить, и... опять же, я говорю, я была отбитая. То есть не тусоваться для меня варианта не было. Тусоваться мне хотелось больше. Круто. А потом, кстати, еще один момент был, когда уже я была постарше, я уже училась в институте, может быть, лет 16-17 мне было, первый курс института, я в 16 лет поступила. У меня были очень нехорошие отношения в тот момент, и я чувствовала для себя опасность от человека. И когда я чувствовала опасность, я подумала о том, что, да, мне нужно как-то уметь себя защитить. И что я сделала? Я пошла на самбо, самооборона без оружия, спортивное самбо, в секцию. Я подумала, что окей, меня научат там драться. Я смогу там, если что, как-нибудь увернуться от удара, не знаю, ударить человека сама. И на бокс, кстати, ходила тоже какое-то время. От удара уворачиваться тебе необходимость была? Да. Здоровые отношения, да? Да, здоровые отношения. Наверное, немножко уверенности мне это придало, с точки зрения, что я научилась какой-то технике и так далее борьбы. Но при этом я понимала, что, допустим, самбо, да, спортивное, это захваты и броски во многом, да, и если оно похоже на ушу, но удушений там нет, но теоретически ты понимаешь, то есть по правилам ты не можешь этого делать, но ты понимаешь, как это делается, да. Бокс — это удары. Я понимала, что, допустим, на занятиях меня в спарринг иногда ставили с парнями, которые были сильно больше. И я понимаю, что когда человек
поддается, когда, допустим, отрабатываешь на нем удар или отрабатываешь на нем бросок, я теоретически там, я весила сколько там, 54 килограмма, наверное, на тот момент, я могла бросить парня, который там мог весить 80-90 килограмм. Но я понимаю, в момент, когда он начинает сопротивляться по-хорошему, все, я не могу ему ничего сделать. То есть, у меня был второй взрослый разряд в тот момент я получила. Это, конечно, такой минимальный разряд, то есть даже не близко там к какому-нибудь кандидату в мастера спорта и так далее, мастеру спорта. Но даже вот девочки были мастера спорта, им сложно было бороться с мужиками, которые были в 2 раза больше них по весу. Потому что вес действительно очень много значит в схватке. В этом плане. То есть я не знаю, какой техники нужно достичь, чтобы это было неважно. Я понимала, что даже, знаешь, там были, когда соревнования, там были весовые категории по 4 килограмма. То есть, допустим, была весовая категория 50-54, была весовая категория 54-58. И я всегда начинала худеть перед соревнованиями, чтобы быть меньше 54. Чтобы не опиздюлиться. Да, потому что я понимаю, что если я вешу 54-55, а девочка, против которой я борюсь, весит 58, у нее есть очень сильное преимущество передо мной. Было То есть ты хотела победить или пизды не получить? Я хотела победить, конечно. Я думал, ты просто боялась... пизды не получить тоже. На самом деле, я еще в тот момент постриглась очень коротко. С одной стороны, потому что у меня были очень нездоровые отношения, а с другой стороны... Как это помогает в нездоровых отношениях? Знаешь, когда тебе за волосы могут схватить. Очень не знаю. отношения. Не знаю. А во-вторых, потому что как раз на самбо мы когда тренировались, там была одна девочка, которая очень любила случайно хватать тебя за волосы. А каждый раз говорила, что она делала абсолютно случайно, но делала это она по несколько раз за каждое занятие. И мне надоело, что у меня периодически просто клок волос вырывает. Я пошла, постриглась, я ходила с короткой прической. Мальчиков кто-нибудь случайно за член друг друга ловит, случайно захватил. Случайно. Я не спрашивала. Не спрашивал? Может быть, и да. Блядь. Может, я упустил что-то в своей жизни. В общем, да, такие крипские истории. Но и та, и другая история научила меня тому, что нет, нужно думать о своей безопасности. Конечно, неплохо что-то уметь, но... Да. Огнестрельное оружие, блядь, лучше. Вот, Наташа. Что-то мысль ты не дошла. А я пришел. Исходя из твоих потасовок, исходя из рассказов друга о холодном оружии, я понял, что исходя из американской культуры, фильмов, сериалов и всего остального, я понял, что огнестрельное оружие для самообороны лучше. Я тогда не понимал, что такое американские законы, Castle доктрина, Stand Your Ground и прочие другие вещи, то есть правоприменительная практика за использование огнестрельного оружия и другой Deadly Force для защиты себя. Все очень просто было. В Америку приехал, можешь, блядь, что хочешь делать. И что хочешь, как себя хочешь, защищай. Это неправда. В Америке штаты друг от друга сильно отличаются, и на самом деле все это по-разному. То есть в нашем штате нельзя на своей территории, не внутри дома, а именно на своей территории применять оружие для того, чтобы защищать свою собственность. Как я понимаю, это Castle доктрина. Например, где-то ты пришел на твою территорию, ты говоришь ему «уебывай», он не уебывает, ты его валишь на глушняк, тебе приезжают копы, говорят, что здесь произошло, интрудер, пришел ко мне, я ему сказал «ебывай», он не съебался, я его убил. Они такие, понятно, счастья, здоровья, спокойной ночи. Но такое есть в других штатах, не в нашем, правильно? Не в нашем. В нашем все по-другому. В нашем только если внутри дома совершается... не так. Если к тебе злоумышленник попал в дом, это уже felony. Это уже уголовное преступление. В смысле, для него уголовное преступление? Не для меня же, блядь, я же дома живу, в смысле? Я думала, ты имел в виду, что если злоумышленник пробрался к тебе в дом, да. Это уже felony. Да. Это уже проникновение в место жительства другого человека. Все. Он даже не начал что красть. Ты технически можешь пустить его в расход. Но эта идея не очень хорошая. Потому что наш штат все-таки синий. Демократический. И хоть и закон и говорит тебе об этом, да, правоприменительная практика говорит, что тебе это сложно будет justify. Потому что
есть несколько принципов самообороны, когда ты можешь использовать deadly force, огнестрельное оружие, или там, не знаю, ножом его завалить. Вот, любого человека, который совершает против тебя или против кого-то другого. Ну, то есть любое оружие, которым можно убить, по сути. Вот. Задушить человека тоже. Руками может человека убить. Избить его до смерти. То есть форс как сила, да? Deadly не force. только оружие, любая в том числе огнестрельное сила. оружие. Вот. Ты же можешь, если ты здоровый чувак, ты же можешь крепко приложить человека, что и вырубить его, и убить случайно, правильно? Если хлипенький насильник какой-то на женщине сидит, ты подходишь ему, треснул по башке, и он склеился. Такое же тоже может быть. Да. Ну и вот. Возвращаясь к теме, блядь, оружия, да, огнестрельного оружия, я понял, что проще всего защитить себя и обезопасить семью, это имея огнестрельное оружие. А подожди, кстати, помнишь, в Литве у нас был тир рядом с домом, и ты боялся какое-то время оружия? Да, в то же время мой интерес к огнестрельному оружию был исключительно теоретический, при всем при этом, да, я боялся огнестрельного оружия. Пока, я в Америке не жил, я жил в тот момент в Литве. И может быть, в Америку я переехал, все это случилось естественно. Но в Литве я узнал, что у меня возле дома 200 метров буквально есть тир. Совершенно случайно узнал. И решил я туда пойти. Соответственно, очки на глаза, защита для ушей. Стреляю, страшно было пиздец. Стреляю, бум. И начал потом просто стрелять, практически весь 10 патронов было. Практически 10 патронов высадил, но оно заело оружие, конечно, 2 итерации. Но, в общем, мне очень понравилось. Мне страх, наверное, исчез. Я просто относился к нему, что это что-то очень страшное. Почему я к нему так относился, к слову? Потому что в 10 классе нас взяли с минимальным то ли час, то ли день предупреждением, сказали: собирайтесь, мы поедем в поле. Что там делать будем, мне не сказали. Но нас собрали, отвезли в поле, на полигон, дали нам по автомату Калашникова, заставили лечь, показали, как им пользоваться, и отстрелять там то ли 3, то ли 5 патронов очередью. 10 детей, подростков, потом хоп, опять новых 10. И никакой защиты для ушей, то есть... Я получил, это permanent damage, потому что это плюс 120 децибел. То есть что-то, что не восстановится. Минимальный урон, конечно же. Иначе, блядь, никто бы огнестрельным оружием не пользовался или нахуй глохлый после одной очереди, правильно? Вот. Но какой-то permanent damage. Хотя, может, в подростках это лечится, хуй его знает. Нехорошая эта идея. Блядь, если я приду в наш тир без защиты, меня нахуй выгонят из него. Вот. Это безумие, да. Я помню, что у нас тоже мальчики, наверное, в 10 классе ездили на какие-то сборы военные на 3 дня, по-моему. Но их предупреждали за полгода, их готовили к тому, что там будет и так далее. Неважно. В общем, добро пожаловать. Московская школа, русская школа, не московская школа. Вот. Лицей у нас еще был. У меня тоже был лицей. Неважно. В общем, поехали туда, и я понял, что оружие-то страшно. Потому что оно бахает, оно сложное, и все. Хотя я в тот момент примерно понимал, как работает автомат Калашникова уже. Вот. Механику за ним, в смысле. И историю развития огнестрельного оружия тоже знал. Человеческого, в смысле. Да, я понимаю. Технологии. Вот. И пока не сходил в тир в Литве. В Литве законы были несколько другие. В Литве, кстати, в тот момент, когда мы там были, в 2021 году, 2020-2021 году, можно было даже пистолет иметь и носить его скрыто, имея лицензию. Пройдя однонедельный курс, дав экзамен, ты мог купить пистолет и носить его скрыто для самообороны. Курс только теоретический или практический тоже? Оба. А за дополнительные деньги можешь стать и охранником во время этого курса. Пройдет еще дополнительный курс теоретический. Законы. Окей. Для этого нужно, конечно, иметь либо гражданство, либо постоянный вид на жительство. У меня он был, но как-то что-то руки не дошли, не было энтузиазма. Потом мы узнали, что мы победили грин-карт лотереи, начался все ближе и ближе процесс, и пошел выбор штата. И Наташа говорит: поехали в Калифорнию. И я такой, зная про Калифорнию, что это не самый gun-friendly второй поправки дружелюбный штат, читаю законы и понимаю: не, браток, не. Это какая-то не Америка. Вот, нихуя. Но у тебя было желание увлекаться оружием? Не, я просто хотел попробовать. Я с детства хотел попробовать владеть им. Да?
Я уже по этому моменту прошел психотерапию владеть не для того, чтобы там какие-нибудь там Death Note я свой выбросил. Это уже просто именно с точки зрения спортивного интереса, вот, и с точки зрения спокойствия духа. Ну, то есть американцы, они типа защищают себя от криминала, да, и от федерального правительства, если оно вдруг удумает там гайки закручивать. Типа такая идея была. Изначально была против узурпаторов в виде там Англии, Ну да. Потом узурпаторов в виде правительства, которое никуда уходить не захочет, а будут опрессировать население. А потом еще и защищать себя от всяких злоумышленников, да. Ну и вообще... Ну да, идея второй поправки. И надстройка еще сверху, то, что еще от животных. Потому что есть штаты, грубо говоря, не знаю, там северные, где живет мало народу, но это мало народу, там, не знаю, у 60-70% оружия есть, населения. Потому что, блядь, как бы, ну, волки, медведи, это как бы real deal для них. Типа пумы, да, рыси и прочее. Ну, типа, они могут скот сожрать, либо тебя, вот. Ну да. Это типа вполне... Ну, то есть я бы там жить не стал, потому что я не хочу убивать животных, но кто-то там живет, ему надо что-то с этим делать. Вот. Штаты мало заселенные, не густо заселенные. Нет, тут даже не только в негусто заселенных штатах, здесь и в нашем штате есть такие хутора, знаешь, которые находятся рядом с лесом, и да, там видео выкладывает человек, как он там с утра выходит кофе попить, а у него медведь под окнами. Ну, медведя стрелять плохая идея? Да, в медведя стрелять плохая идея. Не, ну в смысле угроза есть. Угроза ну и там какое-то другое оружие у него против медведя. Пейнтбольная. Вот медведя хорошо работает. Который с усыпляющими этими. Пейнтбол, Наташа. Пейнтбол — это шарик с краской. А как он работает против медведя? Да просто хуяришь его, ему неприятно, он раздражается и съебывается. А может, он раздражается и, наоборот, только злее становится? Ну, если ты гризли, то, думаешь, не стоит. На другого медведя оно сработает. Okay. На гризли, думаю, просто из дома лучше выходить не надо. Либо что-то еще делать. Но и гризли меньше. Вот. И гризли, как я понимаю, не особо с людьми любит контрактировать. Вот. Неважно. В общем, выбирал я штаты, в том числе и потому, что какие там законы. Потому что для меня это было очень важно. Я хотел закрыть гештальт. Что это такое, попробовать и все. То есть, по сути, мы хотели демократический штат, мы не рассматривали республиканские штаты вообще. Да. И так, чтобы были неплохие оружейные законы для тебя. Ну да. На тот момент Вашингтон был самый либеральный по отношению к оружию. Сейчас нет. Из демократических. Из демократических. Сейчас, ну, в смысле, из Вест-Коста. Сейчас нет. Сейчас он Калифорния, Вашингтон, Орегон. Орегон догоняет Вашингтон, а Калифорния впереди всего по всей закрученности того, что ты можешь иметь. Там все очень ограничено. Вот. Но, тем не менее, я купил все, что хотел. И пистолеты, и винтовки. Я вооружен до зубов. Изначально я купил за неделю до начала войны в Украине все, что я хотел, практически. Вот. Точнее, не купил я раньше. Процедура покупки была относительно простой. Мне нужно было выбрать оружие, иметь грин-карту, иметь водительские права или идентификацию в штате какую-то, прожить 90 дней и пойти купить оружие. Соответственно, нужно пройти проверки, и там они проверяют, есть ли у тебя приводы, какие у тебя приводы есть, если состоишь ли ты там в списке людей, которые харасят людей, там, абьюзят, насильник ли ты, что у тебя в порядке с башкой, состоишь ли на психологическом учете, другие вещи проверяют. Если с тобой все в порядке, то через какое-то определенное время тебе это оружие выдают. Там есть, в нашем штате был тогда 10 дней, по-моему, обязательный период. То есть ты не можешь прийти в магазин и сразу тебе продали оружие, и ты пошел, например, составлять впервые в жизни злоумышленника. То есть тебе 10 дней, там, например, на автоматическую на assault rifle, не автоматический. Автоматический в нашем штате запрещен, мне кажется, он практически во всех штатах запрещен, кроме Техаса, если не ошибаюсь. А может быть и в Техасе запрещен, сейчас не знаю. В общем, ограниченное количество штатов, которые разрешают автоматическое оружие. У меня, по сути, есть неавтоматические версии армейских винтовок. Вот, все легально. А здесь ее и нет. Или есть. А мне даже интересно. Винтовка, которая у тебя, есть ли она в этой книжке? Да. 2 hours later. Нету.
слишком старая книжка. Вот. Вот, соответственно, я это все купил, и случается война в Украине. Блять. И меня нихуево накрыло. Как и тебя? Тревожностью. Тревожностью. И у меня была вообще идея сделать нас с Наташей... Я тогда думал, что честно, все, идет миру пиздец, вот все, случается война с Тайванем, Америка впрягается, и случается... У нас высаживается десант, Юрка идет в армию. Ну, то есть идея в том, что один ебанутый диктатор напал на мирную страну. Что мешает других. Да, это сигнал для всех остальных долбанутых диктаторов, что можно нападать на мирные страны, и да, начинаются какие-то локальные конфликты. Приводящиеся к глобальным конфликтам. Да, и если Китай нападает на Тайвань, Америка обязана по договору защищать Тайвань военным путем. Ну, я не знал, может, будет или нет, я думал, что будет. У меня тревога началась. Как и у большинства многих других людей, я решил с Наташей сделать у нас боевую единицу. Снайпер-медик, штурмовик-разведчик. Наташе не очень понравилась эта идея. Нет, почему? Я тебе пообещала тогда. Я пообещала пройти курсы. Пообещала пройти курсы медика. Но это было разумно, потому что любой человек, я считаю, должен пройти эти курсы. Это очень полезная информация. Да, всего 8 часов. И... Ну, в зависимости от ситуации, у нас было 8, в других местах больше или меньше. Угу. Просто мой совет, абсолютно любой человек должен пройти медицинские курсы. Потому что ты никогда не знаешь, что произойдет. И это не обязательно должна быть перестрелка или война. Авария. Да, авария или какой-то... Пошел в горы. Что-то случилось на природе. На природе. Все что угодно. И ты не хочешь, чтобы твой человек или просто кто-то, надеюсь, ты не хочешь, чтобы он умер. Если хочешь, то, конечно, не проходить. Да. Ну, хотя бы если с тобой что-то случилось, как минимум, тоже полезно. Угу. Вот. Потому что, например, если ты знаешь, а человек не знаешь, ты хотя бы ему объяснить можешь. Угу. Эти бушара... Да, нет, это делай! Но хотя бы сможешь это объяснить, наверное. Неважно. Вот. Но на курсы по оружию я тоже согласилась походить. Да, и Наташа, мы вместе с ней пошли там. Наташа, если еще, неплохо стреляет. Так, если что. Она не готова убить человека, как я понимаю, с ее слов. Дай договорим. Вот. Не готова убить человека с ее слов для того, чтобы защитить себя. Но стрелять она умеет. Вот. Она мне сказала, что нужно, чтобы в меня кто-то выстрелил. Она увидела во мне пулю, тогда дырку, в смысле, тогда она будет стрелять. Я предпочел, конечно, чтобы она это сделала до того, как у меня дырка образовалась, если я вдруг не смогу себя защитить. Но это на Наташиной совести. Ну, я не то чтобы прям так сказала, я сказала, что я не знаю, честно. То есть, ну вот из своих вот этих вот детских крипских историй и, в принципе, потом занимаясь психотерапевтом, я понимаю про себя, что, ну, и мне говорила это моя психотерапевтка, что у меня повышенный уровень эмпатии. Мне сложно причинить боль человеку, и я не знаю, как я себя поведу. Я бы поспорил по причинению боли человеку. Мы про физической, не психологической. Да. Ладно. Ну, психологической, знаешь, ты не всегда даешь себе отчет, что ты причиняешь человеку психологическую боль. Наверное, когда даешь себе отчет, все-таки стараешься этого не делать. Вот. А про физическую боль, да, я не знаю, как я себя поведу. То есть я действительно умею стрелять. Я, скорее всего, попаду в человека, если мне нужно попасть, типа, в тело. Если этот человек будет прикрываться, там, Юрой, то вот уже я не уверена, что я попаду в нужного человека. И тогда я, скорее всего, наверное, не буду стрелять, я не решусь стрелять. А, возможно, я буду стрелять там в пол, если там как угроза. В пол? Да. Зачем в пол стрелять? Ну, как, знаешь, показать человеку, что у тебя серьезные намерения. За это тебя могут Нельзя стрелять по закону. Даже в пол, да? Тебе скажут, да долбоеб, нахуй ты в пол стреляешь. Она может отрикошетить и куда-то попасть. От пола? Ну да. Окей. Ты не поверишь? Не, я думала в стены вот точно не надо стрелять, потому что она может либо его пробить и убить кого-то за стеной, либо может... Вообще нельзя никуда стрелять, кроме той цели, куда ты хочешь стрелять. Держу тебя так вот в курсе. Ну, а зачем тебе стрелять в пол? То есть меня держит чувак с пистолетом. Я серьезно тебя выстрелю и стреляешь в пол. Нет, а он если в меня, тебя держит чувак с пистолетом, то нет, естественно. А зачем тебе в пол стрелять? Можешь если тебя держит чувак без пистолета, допустим. С чем? С ножом. Чтобы меня пырнул. Видите, Наташе доверять оружию нельзя, потому что мало того, что нужно уметь стрелять, нужно иметь еще бошку на плечах. И бошку на плечах не которая думает о финансах в Амазоне или о
чем-то другом, а именно о том, что сейчас происходит. Я бы ей оружие не доверил. Вот. Поэтому у нее ее и нет. Ну, да, я сама себе оружие не доверяю, то есть я понимаю, что умение стрелять недостаточно, должно быть намерение защищать себя с помощью этого оружия. Не просто намерение. Нужно еще и помнить какие-то вещи определенные. Навык нужен. Навык ситуационный. Мгм. То есть не просто навык владения оружием, а именно навык ведения боя, по сути. Навык самообороны. Ну да, насколько я понимаю, есть курсы, на которых это учат. Ну, я на него, вот я их посещал. Да. Вот. Одно дело уметь стрелять, другое дело сохранить хладнокровие. Ты не будешь, у тебя адреналин будет ебашить в любом случае. Вот. А когда у тебя адреналиновый шок случается, чтобы ты переборол себя и не начал творить хуйню. Потому что ты можешь начать творить хуйню, стрелять просто куда-то с белый свет, как копеечку, при этом убив, блядь, еще 3 человек случайно или ранив. Или убив соседа. Понимаешь? Да. У тебя случается всплеск адреналина, ты такой берешь свою М4А1 или автомат Калашникова, который можно купить в США, и начинаешь шмалять, блядь, вниз там куда-то туда. И, блядь, из-за пробивной силы патрона, блядь, убил соседа, или маленького ребенка, или кого угодно. И потом пиздец и тебе, и всем. Но тебе в первую очередь, потому что ты долбоеб. Вот. Не, ну да, когда я слушаю вот эти истории, для меня кажется абсолютным безумием, что люди могут владеть оружием, не проходя курсы. Ну, кстати, я могу о себе сказать то, что, да, у Юры началась прям паранойя по поводу войны в тот момент. У меня, наверное, нет. Я не думала, что, вероятно, Третья мировая. Я думала, что если уж начнется прям какая-то такая глобальная война, то, скорее всего, нам сюда прилетит каким-нибудь оружием массового поражения и умрем. Уничтожение, наверное, все-таки. Уничтожение. Хорошо. Поражение это вряд ли. Ну да, окей, уничтожение, да. Если наш штат отделить от состава Соединенных Штатов Америки, мы окажемся на 4-м месте, 4-й ядерной державой. Да. Потому что у нас много военно-морских баз, где находятся пришвартованные в доках, в смысле, находятся ядерные подводные лодки с вооружением ядерным и прочее, все радости жизни, короче. Угу. Я скорее в тот момент, у меня немножко подупало доверие к миру, которое у меня обычно высокое. И тоже меня загнало на тревожность, но другого рода. Мы жили, когда приехали, и вот в тот момент, когда началась война в Украине, мы жили в центре Сиэтла, в даунтауне, и в тех районах, в центрах больших демократических городов, здесь есть бездомные. И у нас был лагерь бездомных прямо под окнами нашего дома. А бездомные, как бы, по сути, они довольно безобидные. Но проблема в том, что это люди, которые часто употребляют наркотики, и наркотики им поставляют банды. И поэтому периодически мы слышали выстрелы у себя под окнами. То есть не приезжают. Вот вам наркотики и 9 грамм свинца или как? Ну нет, я думаю, что они Или приезжали за свинца? деньгами или 115? еще, или Да, какие-то вопросы свои решать. Ну, то есть, когда там был конфликт. Ты не помнишь, чтобы стреляли? Я не помню, чтобы банды стреляли. Я ни одной банды не видел, Наташа, ты, по-моему, преувеличиваешь. Ну, а кто стрелял? Бездомные. Бездомные В стреляли? бездомных. Откуда у бездомных оружие? Нелегально. Окей. Проблема нелегального оружия в Америке очень большая. Окей, поверю тебе на слово. Я думала, что да, это Зачем? у бездомных Зачем нет оружия. стрелять банде бездомного? Что ты от него возьмешь? Self-respect? Что ты убил безоружного бездомного или бездомного с ножом? Можно оружие украсть из машины, когда какой-нибудь долбоеб оставил пистолет в бардачке. Таких долбоебов достаточно. Ты разбил окно, вытащил пистолет твой. На нем же нет GPS-трекера. Нету. Теперь это твой пистолет. А ты бездомный, тебе похуй. Окей. Ты ебашишь героин и людей. Если нужно, блядь, что... Ну, в общем, да, я помню, что действительно постреливали у нас под окнами, и мне в какой-то момент стало, тревожно немножко от этого. Это быстро прошло, потому что
Я не видела ни одного случая, когда они стреляли в какого-то прохожего. Ну, я за все, вот сколько мы... Ты не видела своими словами, своими Нет. глазами ни одного случая. Начнем с этого. Ты слышала, Да. но ты не видела. Не видела в прессе, я имела в виду. В прессе, понятно. Чтобы они убили какого-то прохожего человека, который не был с этим связан. Но, да, немножко тревогой накрыло, и я в тот момент тоже ходила на курсы, думала, что, возможно, это то, что поможет мне для ментального спокойствия. И оно действительно успокаивает. Знаешь, я понимала, что оружием я владеть не буду, и, скорее всего, и так далее, но в моменте ты как бы говоришь себе, что я что-то делаю, чтобы себя обезопасить. Ну вот точно так же я занималась там на первом курсе института самбо. Ты можешь себе сказать, у меня есть тревога, и я что-то с ней делаю. Вот. Так что, да, с одной стороны, я пообещала тебе пройти эти курсы, с другой стороны, мне в моменте тоже стало от этого лучше. Я тебе сказал, у нас боевая задача сделать из тебя снайпера, который может выстрелить в голову человека с 300 метров. Только да? Нет, ну этого я тебе не обещала. Не было. Поэтому этого не было. Нихуя ты мне толком не обещала. Нет, ты мне я пообещала тебе пройти курсы по пистолету, вот. А там посмотрим. Да, ну ты наебала на меня. Но в какой-то момент просто я сам эту идею относительно быстро загнул. У меня была идея такая: если начнется боевые действия, а я ничего не умею, я умру сразу. А умереть сразу не хочется. Да? Но потом, посмотрев на как развивалась война в Украине, посмотрев, какие средства используются для ведения боевых действий, я понял, что мне пиздец будет, в принципе, довольно быстро, к сожалению. Ну, то есть, как бы, я могу, без должной подготовки мне пиздец будет быстро, потому что одно дело уметь стрелять, а другое дело уметь воевать. Угу. Вот. Я это понял, что я могу теоретически знания получить, конечно же, это мои шансы увеличит, но там вообще столько всего неизвестных, что вообще в пизду, бесполезно. Угу. Потом я прочитал книгу Криса Кайла «Американский снайпер», по которой фильм снимали, вот, про войну в Ираке в 2000-х годах после 9/11, и понял, что если эти чуваки там воюя с этими слабо подготовленными инсургентами, с иракской армией, иракская армия, они против инсургентов и прочих там других, и они все равно там страдали, люди, которые там, извините меня, ебашат не один год подготовительных курсов, не один месяц, не один год, как пойдет, и в пизду, короче. То есть я не смогу подготовиться так или иначе. И плюс мне сказали, типа, на курсах, когда я поделился своей идеей, они говорят: чел, завязывай нахуй, блядь, научись пользоваться лицом обороны, а потом просто забей. Тебе это не нужно. Значит, подумал, если мне говорят чуваки из law enforcement об этом, из армии, и из полиции, армии и спецназа, я говорю, может, вы правы, типа, не надо мне это все. Вот. По итогу я отстрелял наверное, 4-5 патронов из пистолета. Вот. Езжу в тир каждую неделю, потому что скилл, который можно потерять. Я медленно, но верно прохожу. То есть у меня была идея за 2 года, там за 1,5 года, за год научиться вообще, вот, товарищ, блядь, майор. Я это растянул, типа, на 5 лет. То есть у меня есть там 4 единицы оружия, которыми я хочу научиться пользоваться. И научиться пользоваться не для того, чтобы, не знаю, защищать какую-нибудь базу военную, а для того, чтобы просто нахуя это все покупал, с этим пользоваться не умею. И для того, чтобы я это использовал где-то именно по назначению, скорее как спортивный интерес. Потому что объективно стрелять это довольно весело. Ну, то есть это требует физической подготовки определенной. И я стал заниматься спортом ради этого, потому что я понимаю, что у меня слабенькие ручки. Вот, не очень эффективно получается. Это мотивирует меня заниматься спортом, заботиться о здоровье в том числе. Ну и это, в принципе, довольно весело. Окей. Я как этот. У меня есть 2 винтовки, 2 пистолета. Один пистолет на первом этаже в сейфе, другой пистолет в тумбочке прикроватной с биометрическим замком. Все закрыто, я такой, хоп, пальчиком достал, все. Меня сильно отпустило, прям сильно. Я переживал из-за этого всего, из-за неспокойствия, от этой всей американской хуйни. Пока один раз крипская история не произошла, Наташа уехала в командировку. Я сплю один. Мне что-то тревожно. Включил сигнализацию в доме. Я купил сигнализацию и поставил, потому что тревожно. И слышу, бахает что-то громко. Ну, я прям обосрался. Прям громкий звук в доме. Я первое, что думаю, когда проснулся, грабят. Я такой, все, блядь.
грабит, пизда. Доставай пистолет, иди, блядь, search and destroy, блядь, я не знаю, что делать. Достал пистолет, взял фонарик, иду такой, значит, точнее, вот так иду, значит, смотрю, тихо, там, вспоминаю все, что я выучил, там, проверяю за угол, там, фонариком, так аккуратно, ну, то есть, все делаю, ничего нет, никого нет дома, блядь. Просыпаюсь, вспоминаю, блядь, я в холодильнике лед поставил делаться. Он сделался, и там кусок льда повалился в специальное помещение для американского, блядь, холодильники. И я понял, что я обосрался за то, что лед делался. Но после этого меня отпустило. Конкретно. То есть вот случилась ситуация, у меня есть все, что нужно было, да, чтобы не повторился ПТСР, тот, который вот случился в детстве. И объективно, то есть меня настолько отпустило, что я не могу оружие, свое, все, которое у меня сейчас есть, перевести в Калифорнию, если захочу переехать. Мне придется совсем им расстаться. Абсолютно совсем. Там еще, по-моему, у них есть от разных городов, разные города, разные каунти, разные области, типа районы, в смысле, разные законы, если я не ошибаюсь. Там не один закон на всю территорию штата, если я не ошибаюсь. Короче, очень 90%, что я все должен что-то с этим сделать. Соответственно, я ради этого типа переехал в этот штат, одна из основных причин, да. Но мне кажется, я уже пережил все это, я уже выше этого, я могу расстаться совсем с ним и как бы хуй бы с ним. Плюс все еще, я могу в Америке, в Калифорнии относительно легко могу купить и дробовик для самозащиты, и он гораздо лучше, чем пистолет. Не гораздо лучше, окей. Пистолет удобнее, потому что дробовик длинный, короткий нельзя, длинный. А пистолет удобный, что можно все это аккуратно делать. Но зато дробовик – это убойная сила. Вот. Выстрелил один раз в коридоре. И ты не пробьешь стены, не убьешь соседа, не убьешь… скорее всего, ты никого не убьешь им. Потому что вот так вот. В смысле, ненужного? Ненужного, да. Как бы не хочется… И опять же, есть такое выражение «триггер-хэппи». Я не триггер-хэппи человек. Триггер-хэппи – это человек, который рад на спусковой крючок нажать. Вот. Я не такой человек, я никогда не хочу ничем пользоваться. Я достаточно миролюбивый человек. Просто, если надо будет, конечно, я воспользуюсь им. Я думаю, даже не будет у меня мысли какой-то. Я просто думаю, что мне за это будет. То есть, есть целесообразность. Если это целесообразно, я понимаю, что, если американцы такое выражение, выбирать между тем, чтобы тебя судили 12 или выносили 6, я, скорее всего, выберу, наверное, судить 12. Ну, типа, 12 присяжных или шестерых твой гроб выносят. Я, конечно, выберу 12 присяжных. Потому что там есть шанс того, что ты не попадешь в тюрьму все-таки, а выносить в гробу, жить хочется все-таки. Особенно, если это защищать не только себя, но и свою семью. Ну да. Вот. Но в судебные тяжбы, насколько я понимаю, ты попадаешь в любом случае, если ты применяешь огнестрельное сильно зависит оружие. от штата, сильно зависит от ситуации. Окей. Вот. Был же этот случай, когда там русские мусолили, типа, то, что этот чувак, он 3 на своей заправке убил, где-то там еще его, типа, отпустили. Ничего за него не было. Это в каком-то штате, где-то в каком-то южном штате, по-моему, или не помню где. Ну, короче, можно убить человека, защищая себя, и из этого вообще ничего не будет. И даже, ни суда не будет, отпустят с миром. Типа, запишут твои данные и опустят с миром. Показания или что-то. Не показания, не знаю, что там запишут. Короче, одним вечером отделаться можно в некоторых штатах. Вот. Полиция приезжает, тудым-сюдым, все понятно, до свидания. Окей. Вот такая хуйня, малята. Спасибо, да. Если какие-то вопросы, пишите. Обязательно пишите. Да, и мы, кстати, думали с Юрой, возможно, чуть попозже записать дебаты. Да. У меня к оружию отношение более демократическое, более левое, у Юры правое. Ну, скорее, у меня левоцентристское, у Юры правоцентристское. Вот разъебало просто, по фактам. Если ты спросишь мое отношение к оружию, любой тебе правый радикал или правоцентрист скажет, что я нихуя не правый. Абсолютно любой тебе скажет. Окей. Потому что я не считаю, что человек может пойти в магазин и купить оружие любое, какое захочет, просто потому что у него право есть. Я имела в виду только, что по сравнению со мной у тебя более правое отношение. Я не говорила, что оно у тебя в принципе правое. Да, это правда. Но мы просто в этих дебатах, я приму роль правого центриста, Наташа примет роль левоцентриста, либо левого радикала.
Не, радикалов я не готова. Значит, поддерживать. левоцентрист. Будет разговор правоцентриста и левоцентриста. Вот, в дебатах. В общем, если вам God bless интересен... America. В общем, если вам интересен такой формат, пишите в комментариях. А также подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось. А Если вам не понравилось, ставьте то... дизлайки. Да, вот. А если не хотите, чтобы мы снимали дебаты, мы их все равно снимем, к сожалению. Вот. Спасибо за внимание. Спасибо. До скорых встреч. Пока.